США несут особую ответственность перед всем миром, как две крупнейшие ядерные державы. Но я вот воспользуюсь этим, все-таки хотел бы сказать поподробнее. А что же происходило вот в эти годы, в эти десятилетия, в этой важнейшей сфере, чтобы дать более полную картину? Займу у вас дополнительно не больше 2 минут. В 90-х годах было заключено несколько знаковых двусторонних соглашений. Первое – 17 июня 1992 года, это программа Нано-Лугара, и второе – 18 февраля 1993 года, программа ВОУ-НОУ. Это высокообогащенный уран переводился в низкообогащенный, поэтому ВОУ-НОУ по латинице. Проекты по первому соглашению касались модернизации систем контроля, учета и физической защиты ядерных материалов, демонтажа и утилизации подводных лодок и радиоизотопных термоэлектрических генераторов. В рамках выполнения российских обязательств американцы совершили, прошу внимания, это не секретная информация, но просто об этом мало кто знает, 620 проверочных визитов, причем в святая святых российского ядерного оружейного комплекса, на предприятиях, занимающихся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества. США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации. При этом соглашение носило фактически односторонний характер. В рамках второго соглашения американцы совершили еще 170 визитов, теперь на наши обогатительные комбинаты. Причем в самые закрытые их зоны, в узлы смешивания и на склады хранения материалов. На самом мощном в мире ядерном обогатительном Уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост. А прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу. Да не как бы, ходили на работу. А в их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах, стояли американские флаги. Кроме того, был составлен список из 100 американских специалистов от 10 различных организаций США, которые получили право проводить дополнительные инспекции в любое время и без всякого предупреждения. И все это продолжалось на протяжении 10 лет. В рамках этого соглашения в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов. Программа ВОУ-НОУ стала одной из самых эффективных мер реального разоружения в истории человечества. Могу сказать это с полной уверенностью. Каждый шаг российской стороны при этом скрупулезно контролировался американскими специалистами, тогда как сами США ограничились гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсенала, причем сугубо в порядке доброй воли. Наши специалисты посещали предприятия ядерного оружейного комплекса США тоже, но только по приглашению и на условиях, определенных самой американской стороной. С российской стороны, как вы видите, была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие. Кстати говоря, мы еще, наверное, поговорим об этом. Что мы от этого получили, тоже хорошо известно. Полное игнорирование наших национальных интересов, поддержка сепаратизма на Кавказе, действия в обход Совета Безопасности ООН силового характера, скажем, бомбардировки Югославии и Белграда, ввод войск в Ирак и так далее. Ну, понятно. Посмотрели, в каком состоянии ядерный комплекс, вооруженные силы, экономика. Международное право уже оказалось ненужным.